Всем привет, друзья, уважаемые подписчики. Мы с вами продолжаем играть в Stories. И, собственно говоря, оказались вот здесь, в каком-то месте заросшем. Так, хорошо, это какие-то джунгли или что? И, в общем-то, мне что-то подсказывает, что эта концовка тоже будет паршивой, на самом деле. Потому что явно мы взяли с вами этот камень, который шепчет нам постоянно какие-то плохие вещи. Ну вот. И хочет, чтобы мы, собственно говоря, убили Зенобию. Но... да, вероятно, мне кажется, что потихонечку Рейнардо начинает поддаваться его воздействию. И, собственно говоря, в конце концов, это все к этому и приведет. Но я так подозреваю. Ну ладно, что делать? Мы учимся на своих ошибках, ищем правильную концовку, собственно говоря. Так, давайте исследуем это место. Интересно же. Не, ну сюда мы не сможем вернуться, если туда пойдем. Давайте посмотрим, что здесь еще находится. Так, какой-то колодец. Прыгнуть вниз? Не, погодите. Я не собираюсь пока еще никуда прыгать, хочу все осмотреть тупо. Давайте откроем вот этот сундучок. Великолепно. Хорошо. Куда это всегда хорошо? Безусловно. Давайте прыгнем вниз здесь. Не знаю, к чему это приведет нас. В результате куда-то мы нырнули. Да, темный экран. Вот, спасибо, игра. Тоннели какие-то, черт возьми. Ну, пойдемте посмотрим. Как видите, в самой игре даже несколько выборов дорожек есть, да, то есть мы можем пройти один и тот же уровень несколькими путями. Хотя, собственно говоря, ничего по большому счету это не меняет. Наверное. Я не уверен, но не думаю, что игра настолько вариативна. Хотя, как видите, выборы наши, они ведут к различным последствиям. There was something sour in the air. Like the earth had ruptured over something that had been fermenting for a very long time. Понятненько, понятненько. Так. Что это у нас? Renato wondered who was leaving chests of sword crafting supplies around. He wanted to thank him. Да надо бы поблагодарить этого чувака, действительно. Понаставлял нам сундуков. Так. Какое-то место странное, на самом деле. Все гнилое вокруг. Или какой-то туман, да? Зеленый. Ну, господа, я давно вас не видел. Так, секундочку. Этого не надо делать. Я понимаю, что хочется тебе. Ах ты, дрянь. Да, чуть хп себе прибавим. Вот так. Renato was remembering all his old tricks. The stone hadn't lied about what it could do for him. With each raven he cut down, he felt a jolt of power flowing into his arm. "You're weak," whispered the stone. "The call will kill you. Are you afraid of it?" "No, don't be ridiculous," it chuckled. But it's unstable. It will poison you if someone just carry it, and then if you try to use it, it will explode catastrophically. Renato did not trust rocks that talked in his head. He went onwards. Видите ли, в чем дело? Если бы мы с этим камнем отправились куда-то дальше, то, кстати говоря, возможно бы он в конце концов и поглотил Рейнарда полностью, ну то есть его рассудок. Ну или, по крайней мере, шептал бы ему, а Рейнарда принимал бы неправильное решение. Но в результате мы с вами все-таки пошли к этому ядру, и, судя по всему, камень не очень хорошо относится к этому делу, да? Посмотрим, к чему это все приведет нас. А пока что давайте прокачаемся. Так, а что я здесь не могу? А, ну надо первого уровня, да? Замедлите время после удачного блока. До своего последующего действия. Передохните и подумайте, что делать дальше. Так, а это скорость. Бегите быстрее. Вот, кстати, давайте качаем. Скорость. Ну, просто будем бегать действительно быстрее. Это удобно очень. Так, хорошо. Ну, вроде быстрее мы стали, не знаю. Что-то поменялось. Вроде да. Так, я понял. Так, мы как-то с вами щиты-то безоруживали щитовиков, да? Я уже не помню. По-моему, Надь. Надо было... А что-то не удалось. В смысле? Ты что творишь? Оранин. Ну, назад. Тихо.
Погодите, а вот этих что-то не получается, да? Таким образом. Наверное, надо по-другому это все делать. Да не надо не вбиться-то так. Ой, вот этого пацана. И кидаем сюда. Отлично. Одного мы с вами промочили. Так, ну мы сейчас попробуем щит его забрать. О, получилось. Прекрасно. А тебе зачем с ними было разговаривать-то? Мне надо было их валить. Разум. О, какой-то огромный храм. Ну, давайте посмотрим. Кстати говоря, камень говорит, что ядро ядовитое, а судя по всему, здесь какая-то аура неприятная вокруг, да? Ну, мы сейчас с вами узнаем, что это за ядро. Давайте посмотрим. As he approached the core, the stone became hysterical. It's too much power. We'll rip a hole in space and time. He had a sudden vision of plunging his gauntlet into the core and dying in anguish. That wasn't his vision, was it? The stone had sent him its darkest fears, hadn't it? He had a sudden impulse to do exactly that. He raised his right fist and plunged it into the core. There was a rush of light. He thought he could hear the stone screaming. And then he passed out. When Renato came to, the core was gone. But the Iblis stone was no longer black, but glowing with a blue light. And it was silent. "I can't hear you," he sang out, and "You?" It didn't answer. "Ha!" he said. He had defeated the demonic gem with the power of his mind. He felt invincible. It was time to attack the Imperial outpost on the Nexus. Take the battle to the enemy. But among the huge crystals, there was also an observatory. A wise man would probably ask the scientists exactly what he had first. How wise was he? Так, ну что, у нас тут всего два выбора есть. И пойти к ученым или, собственно, в самую гущу боя. Да? Ой, спросить совета не вредно. Совет всегда можно проигнорировать. Ренардо заставил камень Иблиса замолчать, используя ядро небореза, пока сила, которую оно дало, была всецелом. Было бы разумно понять, что он сделал. Ученые в Нексусе знали бы ответ. И перенесем войну на территорию врага. Ренардо заставил камень Иблиса замолчать, используя ядро небореза, пока сила, которую оно дало, была всецелом. Это как не смотреть дареному коню в зубы. Может, настало время использовать его силу и в корне изменить ход войны. Уничтожение вражеского аванпоста в Нексусе было бы отличным первым шагом. Ну не, ребят, давайте попробуем к ученым сходить. Чуть, мне кажется, что это более правильный вариант. Renato could see tiny sparks in the blackness that was the Iblis stone, as if somewhere within it, the core was still spitting out energy, which the Iblis stone sucked in hungrily. You'd think the stone would want this kind of power, wouldn't it? Thought Renato. Well, the scientists would explain it all. Посмотрим. Надо что знать, с чем мы имеем дело. Не просто так лезть сразу на рожон с этой силой. See? He'd trusted his gut, and it had worked out. That's what it meant to be a hero. To ignore the naysayers and the oddmakers, and do what you knew was right, and have it turn out to be the right thing. No, he wasn't worried. Once he got to the observatory, the scientist toads could explain it. Then he could carry the war into the enemy's camp and destroy them all. Oh dear, he was getting a little bloodthirsty, wasn't he? Так, ну я думаю, что все равно что-то нарушит наши планы. Не так все просто, наверняка. Ну давайте посмотрим. В любом случае, ученым-то надо наведаться. Почему вверх по лестнице не может так вот вмещаться быстро? Это печально. А, вот. Подай здоровье. Молодец. Не, вот, видите, не получается. Не продумано. Ну ладно. Ах ты гад. Отдай сюда щит. Отлично. Между прочим. Так, драйвера я по-прежнему менял, и я думаю, что не сильно здесь что-то изменилось. Renato had always wanted a flying carpet. This was more like a flying tabletop. But it would do. Ну, кстати, здесь когда-то были, по-моему, да? Я не помню.
Так, а ну... Мне кажется, в каких-то пещерах я уже бывал. Немного FPS, когда начинает проседать, мне очень тяжело с тобой управлять и контролировать. Лиса. Так, ну... Да, господи, беги ты, это чертов... Помай. Молодец. Так, алтарь. Я не знаю, сколько нам еще... Довольно много. 3 истины раскрыты, и тогда мы сможем качать по полной все, да? Кстати, можно увеличить еще немного здоровья, почему бы и нет? А, ведь смотрите, выносливость. Можно еще полоску прибавить, да? Даже, видимо, не одну. 2 плюс 1. Скорость передвижения плюс 100%, ребят. Это было бы здорово, наверное, носиться, как ветер. А, это не ломается. Так, а ну привет. Ты дрянь. Да как вы двоих-то вас можно было заблокировать? Вы, слушайте, оперативные ребятки. Ну, стоять. Все равно не очень. Все равно не очень, потому что, видимо, пропускаешь один удар и уже не очень. Renato had never felt better in his life. Normally, a battle would wear him down and he would need a night's sleep. Now he felt like he could go all night and all day. He felt like people were cheering him on and he could practically hear their applause as he slew one raven after another. Это странное чувство, на самом деле. Я бы не сказал, что это хорошо. Renato wondered if his future self had commissioned these poles. Так, ладно. Смотрим, что нас ждет, в конце концов. Где ученые здесь находятся? Почему они именно в этой пещере? Так, мы можем полететь с вами туда или еще отправиться куда-нибудь в другое место. О, далее. Сундук. Конечно. Туда. Туда уже 56, кстати говоря. Можно же что-нибудь собирать. Вполне. Ну, хотя сфер там не хватает вроде. Ладно, полетели, ковер. С глюками полетели, да. Я не знаю, почему так, ребят. Не знаю. Какой-то косяк. Может, игра вообще для ATI, для видеокарточек ATI, не знаю. Ну, скорее всего, это просто косяк в разработке. Какой-то небольшой такой графический баг. А может быть, драйвера. Так, ладно. Вот не все влом ставить драйвера, потому что эти вроде стабильно более-менее работают. Хотя не так, как хотелось бы. Renato was itching to bring the fight to the enemy. He had to remind himself not to be too reckless. Ну да. Всякое может быть. Так, давайте посмотрим, что мы можем сделать здесь. Так, для того, чтобы собрать все-таки какой-нибудь другой меч, нам нужна субстанция воды, еще 4 штуки. И ветра. Угу. Еще 7, да? Немало так, но... Поджигать всех окружающих противников. Мы не пользуемся практически этим мечом, поэтому давайте не будем. Так, посмотрим, что за самоцветы и можно ли еще какие. Только этот, да? Плюс атаки на 10%. Ну ладно. Ладно. Пока ничего другого нет, пока улучшать это не будем. Не будем тратить труду. Она нам досталась все-таки не так уж легко. Так, секунду, а это что за... А, вон что. Понятно. Не, ну это правильно, конечно, но... Давайте теперь на эту сторону, потому что... Energy spheres. Ай! Easy to dodge, but boy did they sting if you didn't pay attention. Сюда. Да отбеги ты, ё-моё, сюда. Теперь снова давай. Все не просто. Так, давай уже пошли отсюда нафиг. Пока нас здесь с тобой не урыли. Это кто? Берегитесь воронов-подрывников. Через несколько секунд после удара или броска они взрываются. Используйте их, чтобы получить преимущество. Уже так? Какие-то вороны-камикадзе. Серьезно? Пались. Они сейчас взорвутся. А ну точнее. Отлично. Еще отхилились. Аучи.
Да блин, ударились. Неприятно. Дрянь проклятая. Все из-за тебя, между прочим. Так, камикадзе. Пались. Отойди, отойди. Sometimes, at home, he'd wave his sword around for hours. Ну понятно же, не очень. Меня уже ударили разок. В смысле, не хватило на 10 уровень? Проклятие. Чуть-чуть буквально. Ладно. Че горит-то? Спор полыхает у кого-то. Ну ладно. Ага. Еще ящик. Отлично. Еще руда. Ну, руды будем копить потихонечку. Нам нужно еще 2 меча с вами сделать, как-никак. Для того, чтобы открывать просто все двери, которые имеются в игре. Ну, может быть, мы не сможем этого делать. Просто она реально очень редко встречается. Эта субстанция всякая, там, воды, ветра. Ну, как редко. Не так уж и редко, но все же. За одно прохождение, точнее, за одно, ну, как бы, сторилайн небольшой, да, вот за один, можно набрать всего несколько таких камней. Так. Что это за лагерь какой-то? Ну, ладно, давайте зайдем внутрь. Наверное, здесь ученые живут. Открывайте ворота. Жабы. I fed it the core of Sky Ripper, explained Renato. No more feed me blood and souls. But the core is not an unlimited energy source, said one toad. Another said, there's a feedback loop, you see, which could overload the stone. The stone doesn't actually feed on souls, claimed a third, but on pain of killing another sentient being. If you can truly be at peace with yourself, it would not overload. This was all very confusing. At peace? Yes, the mountains were peaceful and quiet, but he now had the power to turn the tides. He should report to the Rebellion Council and prepare for the decisive battle. Так, и теперь у нас выбор-то опять снова, да, ребят? Так, в мире. Да, в этом есть какой-то смысл. Ядро защищало Ренарда от темного влияния камня Иблиса, но слишком много убийств перегрузит камень. Ему необходимо было найти внутренний покой для поддержания баланса, но перегрузка ядра не звучала обнадеживающе. Может, Ренарда мог попытаться найти покой быстро, а затем вернуться в схватку вовремя, чтобы спасти восстание. Ему необходимо было идти в горы. В мире нет, от него зависит судьба восстания. Ядро защищало Ренарда от темного влияния камня Иблиса. Так, ну это мы читали с вами, по сути, то же самое, да? Вот, но чтобы найти покой, необходимо время, которого не было у восстания. Ренарда должен был сосредоточиться на миссии, он должен был сохранить восстание, пока это было возможно. Сейчас же на базу повстанцев. Не, тут и тот выбор не очень, на самом деле, потому что если мы сюда пойдем, мы потеряем время, необходимое для восстания, да, для повстанцев. Сюда, если мы пойдем, то, скорее всего, с Ренардо будет плохо, поэтому тут выбор небольшой. Ну, давайте все-таки в город отправимся, не знаю. The one thing he understood from all the Toad arguments, maybe the stone did not feed on blood, or souls, or rage. It fed on empathy. It fed on the pain he felt when he put an end to another being's existence. Even if that other being was a raven intent on killing him. If he could find peace, then he could use the power of the Iblis stone without being taken over by its evil. The mountains. He would go to the mountains. He could find peace there. Хорошо. Unfortunately, the mountains were not empty. There were ravens everywhere. No matter. He had to fight, yes, but he didn't have to be angry. Parry, dodge, slash, and breathe. Yes, focus on the rhythm, the dance of it, not on the blood or the raven's core as they died. Ah, it was working. He wasn't feeling those dark jolts of eldritch energy. He wasn't feeding the Iblis stone. Посмотрим, посмотрим. Мне кажется, это вообще какая-то тупиковая ветка. Ну, в плане концовки правильной. Явно она неправильная будет, скорее всего, господа. Но мы посмотрим с вами на это дело. Интересно уже узнать, чем это все кончится. Так, а ну-ка открывай. Что у нас здесь есть с вами? Субстанция воды. А вот, кстати, она. Нам надо вроде бы еще 3 штуки найти, да, таких? Это много. Они довольно редки. Ну да ладно. Так, а ну откройся, Сезам, дай мне еще как что-нибудь такое полезное. Ну да, ладно. Так, снова у нас вот эти. Не знаю, я не пробовал ставить новые драйвера до сих пор, ребят. Как вы
понимаете. Ну, в плане это может быть из-за этого. В том числе. Но неизвестно как. Отлично. Божественно. The stone was still silent. His mind was his own, and his heart too. He bore them no ill will, these ravens. They were doing their job. They were expressing their nature. Dance, whirl, parry, jab, and breathe. It was all so simple, wasn't it? But something was missing. He didn't feel truly at peace. Wait. Wasn't this near where Calaveras lived? The same would help him figure it all out. Это было больно. Меня там что-то троечка сразу нажали. И еще вот это вот падла выстрелила на меня. Ого! Да вы серьезно, что ли? Я сейчас хп буду себе поднимать, короче. Да вы падлы. Аучи. Как я двоих заблокировал, да? Отлично. Так, мы подняли. А вот в таком стиле моба было бы неплохо сделать. Но я так просто подумал сейчас. Take the goat across first. Сначала привези козу. Козу? В смысле? Что за козу? Оу, как рвануло! Ренардо! Мы с тобой забыли, что это подрывник, блин. Чертям нас. Порвал. Куда? Опять. Сперва привези козу. Какую, черт возьми, козу? Я должен найти козу. Ну, под нами, смотрите, снежные горы какие-то. Или острова, или летающие в небе, да? Прикольно. Так, мы можем сюда встать. И еще. Вот. Там Ренато, что ли, поет ему. Главное не злиться, да? Контролировать все. Ах ты, мразь. Аучи, иди сюда. А ты друг. В смысле? Ты его не можешь схватить, что ли? Странно, не может он его схватить. Я хотел схватить его и выкинуть за предел. Может, он полетел бы куда-нибудь. Нет, стойте, там, по-моему, ящик. Угу. Точняк. Давайте откроем. If he ever had a castle, he was going to hide his stuff better. Отлично. Погодите, там была субстанция ветра же, она что, не взялась? Не, вроде взялась. Не взялась, прикиньте. Она выпала, но она куда-то упала. Ай, как здорово-то, а. Ну ладно, субстанция воды 2 штуки осталось найти. И, в общем-то, будет у нас с вами станция. Ну, меч, точнее, да? He was practically sure he'd find something useful in one of these things. Так. Здоровье. Энергии не дает что-то вообще. Паршиво. Давайте на этот меч переключимся. Им поработаем. Посмотрим. Да? Он вроде тоже неплох. Ну уж не знаю насколько. Давно им не пользовался. Вроде как парище, да, мне кажется? Вот, смотрите, руда. И тут тоже. Тоже была. Отлично. Так. Где тот мудрец, который здесь живет? Секундочку. Интересная игра в интересном стиле. Oh, you shouldn't have. Так, спасибочки за руду. Ну там, по-моему, еще есть камень. Да? Но только у него ничего не было. Ну и ладно. Так. Не могу я перемещаться по лестнице так быстро. Было бы круто. Так, а могу я туда попасть, не? Ну, видимо, нет. Что-то все рушится. Это не нравится. Все падает.
Так, есть рычаг. Давайте теперь все разрушим. Ну нажать-то я нажал все равно. Погодите. Зачем мне, говоря, вот это? Не, погоди. Смотрим. Понятно, вот так это делается. As for the gate, well, you could take her, or the Iblis stone, silenced by the Sky Ripper's core, had given Ronaldo enough power to challenge the Imperial fleet. But what Ronaldo was seeking was inner peace. The rebellion was on the verge of extinction, but it would have to wait. Так, ну почему-то нам это сейчас в субтитрах не показали, а это очень было странно. Друже, почему так лагает? Неприятно. А ну-ка. Truth was, Ronaldo really liked the sound his sword made in the air. Понятное дело. Меч-то хорош. Так, что-то воронов давно не было. Ну, какие-то новые вороны появились, вы видели, да? Новые враги. Интересно вполне. Так, стопы, давайте что-то улучшим. Давайте улучшим. Это выносливость, да? Не, контратака наносит урон. Что еще можно выучить? Безупречный удар. Хоть сразу же после удачной атаки. Угу. А это что? Уровень захвата. Урон от захвата. Активная защита. Так, она наносит урон. Блин, а что-то на урон тут нет такого, да? Контратака только наносит урон. Ну, давайте. Можно было, конечно, скорость скачать на второй уровень. Ну, и зачем это, в принципе, нам? Так, ребят, ну вот он. Всему, давайте посмотрим. At the end of the mountain path, he found the wise Calaveras in his workshop. Do you fix souls or only artifacts? He asked the sage. Does your soul need fixing? Asked the sage. I've been killing a lot of ravens lately, he told the sage. You're a fox, said Calaveras. To kill birds is part of your nature. Take joy in it. I mean, I might as well worry about eating flies. Would you like a fly? It was true. That's what he had forgotten. The joy. Now he was ready for the final battle. The Farfarer cut through the clouds. The air had never felt so sweet since he was a child. There it was. The dreaded Imperial fleet. He could smell wet hemp ropes ahead, wood and tar, and ravens. Even the fleet smelt good, somehow. He was ready. He was ready. Renato had it all squared away in his head. He would kill the Emperor. Isengrim III had begun well, but he had gone mad. He was trying to invoke the lost gods by means of dark, blasphemous rituals. That was a secret, but the victims had spoken to Renato. The ghosts had spoken. No. No anger. Renato could not afford anger. It was empowering the crystal in his sword. That made him stronger, but it clouded his mind. He would not be a hero. A hero strives. Renato would just be one with everything. The Emperor would die, and the wheel would turn, and all would be restored without rancor, without sorrow, without pain. Вот такой вот он сюда пришел на последний бой. Убить Императора. Видите, цель текущая. И, скорее всего, это в этой концовке у нас последняя глава, наверняка. Ну, такой вот он в балансе с собой пришел сюда, да, то есть нашел там этого старца. И, собственно говоря, это наверняка будет одно из последних. Так, смотрите, субстанция огня. Ну да, конечно. Не надо нам. Нам надо... Вот, субстанцию воды. Надо изготовить его еще раз. Это будет... Самоцвет пока у нас один, только на скорость атаки.
принципе, есть всякие разные самоцветы. Ну, так, не сильно много, конечно. Ну, их вроде тоже улучшать можно. Вот, ну как их получать, кроме как концовку проходить, я не знаю пока. Так, хорошо, ребят, ну что, мы с вами на этом сегодня закончим. Следующий ролик у нас будет как раз по поводу концовки следующей. Давайте посмотрим же, чем это кончится. Надеюсь, вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Владимир, всем пока.